Всем привет и здравствуйте, мои дорогие, любимые друзья. Это расклад для вас на очень важную тему. По какой дороге счастья вы пойдете, что впереди, какие двери, врата для вас откроются, о чем сегодня расскажут вам карты. Для этой цели я выбрала специальную колоду. Она называется «Видение света». И именно в этих картах вот здесь написано, что они освободят ум, то есть сделают возможным свободу ума, а значит дорогу откроют, именно дорогу на счастье. А с другой стороны у нас глаз, то есть мы смотрим в скважину своего счастья, и ключи от счастья у вас будут вот в этих картах. А двери на счастье открываются изнутри. Насколько вы знаете, я уберу то, что нам здесь не нужно. И скажу, что в этой колоде 79 карт. Вот такая карта, называется она «Сад» или «The Orchard». Сад — это же сад вашего подсознания, именно дорога к счастью в этом саду, да, поэтому это ваши вопросы, здесь вопросительный знак, как ваши вопросы, карта сигнификации, то есть вас, пошлите сюда своего двойника, если у вас есть желание, и я для вас буду смотреть, будем смотреть. Здесь заговоренные желуди, дубовые желуди привлекают удачу. Все здесь для дела, ничего лишнего на этом столе не бывает. Да? Все для дела, чтобы вам помогать. Извлеките самую большую пользу от этого видео. Это значит, посмотрите видео целиком. Итак, какая же у вас дорога счастья? Что вам предложит судьба? И здесь в карту «Сад» можно вложить своего двойника. То есть прилететь сюда ко мне в духе, на мой вот этот экран, погрузить своего мультяшного «я». Мультяшного «я» — это, знаете, важно, потому что мы всегда отделяем двойников, когда в магазине говорим с кассиром или же с друзьями. Это означает, что мы из себя никогда не выходим. Это, кстати, правильное положение вещей по эзотерике. Anyway, смотрим дорогу к счастью. Я буду делать расклад в линию, то есть одна карта открывает другую и дополняет, а вы то, что вам подходит, вы будете это чувствовать, берите для себя, а то, что не подходит, вы тоже будете это чувствовать, откладывайте, отбрасывайте за ненадобностью. Точно по такому же алгоритму работают любые заказанные расклады, но я заказы не принимаю, за деньги не работаю, да, меня нет в ТикТок, по-русски ТикТок, так что знайте это. Это важно знать. У меня можно только получить вот такие расклады, чтобы всем помогали и вам помогут. Итак, самая первая дорога на пути к счастью, но это и есть посланник счастья, потому что это рыцарь счастья, рыцарь чаш. И это посланник счастья, понимаете? Потому что рыцари, они меняют вообще жизнь, они и означают перемены. Это у кого-то кавалер, это новая любовь для кого-то, посланник счастья. Это очень хорошая карта, конечно, очень хорошая. Так что здесь у вас будет просто какой-то сообщение, да, то есть может быть сообщение, что кто-то хочет с вами встретиться, кто-то хочет вам что-то подарить, может быть из родственников, какой-то кавалер хочет с вами познакомиться для личных отношений. Рыцари меняют жизнь к лучшему, конечно, именно рыцари чаш дают новые счастливые чувства. У вас будет счастливая дорога к счастью и буквально незамедлительно, то есть скоро. Ну вот, следующая карта у нас туз жезлов, а это вам Вселенная выдаст энергию, выдаст силу. И если вы энергию потеряли на непотребных, ненужных вам людей или события в жизни, которые вам были вредоносны, это могут быть события любые, связанные с тем, что кто-то, может, вас обидел в чем-то, да, кто-то скрыл от вас какую-то информацию, и кто-то, может быть, вас обманул, обидел. И туз — это первая карта, это возврат энергии, жезл — это энергия. И знаете, вот это именно начало пути к успеху, к счастью, потому что счастье — это то, кем вы становитесь на пути к счастью, да? Вот это и есть счастье, потому что это путь, это удовольствие от пути, конечно, да? Вот сейчас с вами вот что происходит. Вы стоите на пороге нового открытия себя. Вот что вас ждет в ближайшее время.
Здесь у вас Верховная Жрица. И, конечно, когда вы только на пути, вам выдается мудрость. Вам выдается мудрость, понимание, что жизнь — это перемены, как я сказала, да, что счастье — это на самом деле кем вы становитесь, пока вы этого счастья достигаете. И Луна — это вам спутница. Луна свидетельствует о переменах в вашей жизни, о том, что вы на пути к успеху, и Луна вам спутница. Очень хорошо, да? Вау. Потрясающе. Так, идем дальше. Путь к счастью. Восьмерка меча. Смотрите, восьмерка меча говорит, что да, действительно, вы сейчас во время этого расклада некоторые из вас себя ощущают обиженными, оскорбленными. И это правда, сейчас такой мир, жизнь такая тяжелая, что многие из нас себя чувствуют обиженными. Это натурально. Не волнуйтесь об этом. Выход есть и выход будет. Эта позиция, восьмерка меча, говорит, что вам это просто кажется, да, такое самоощущение, потому что долго не везло. Поэтому такое чувство, что чувство пустоты, несбывшиеся надежды. Но это, вот эта досада только говорит о том, что печаль скоро пройдет, печаль пройдет, слезы пройдут, и у вас впереди какая-то поздняя дорога, то есть дальняя дорога. И постепенно вы будете идти по этой дороге, и у вас вот такие чувства отчаяния будут меняться, и будет чувство того, что все будет хорошо, чувство уверенности. Да, действительно, дорога дальняя, потому что здесь и Chariot, это же карта колесница, да. Колесница говорит о том, что действительно дорога дальняя, и уже сейчас нужно собираться в эту дорогу. Надежда будет сбываться, ваши интересы будут сбываться. Здесь машина, как Chariot, и есть голубь. Голубь — это примирение. Примирение с родными, может быть, лучшая обстановка на работе. Ваши интересы, чаяния и планы — все оправдается. Но если пойти назад, мы посмотрим, что 8. Раньше было 8 меча, это много проблем у вас было. Может, финансовые, семейные, бытовые проблемы, какие-то ссоры, рассорки. Но восьмерка меняется на семерку, и тем более, что семерка — это старший аркан, да. И хочу сказать по нумерологии, 7 — это Нептун. Нептун — это очень важная планета. Мы все знаем, что планеты на нас влияют. Мы в одной Солнечной системе. Солнце влияет, мы это знаем еще как, да, и Луна влияет, мы ощущаем на себе. И, конечно, другие такие светила, как, например, Нептун, тоже очень сильно влияет на человека. И 7 — это означает, что нужно закончить то, что вы должны закончить перед тем, как новое начинать. Вот это семерка и означает. И идти вперед налегке, как говорится, да. Паж меча. Паж — это поиск. Поиск решения, может быть, финансовых каких-то проблем, задач. Это кто-то мешает вашим планам, но вы найдете, как избежать врага, как избавиться от того, что вас может тревожить, мучает. Это мысли какие-то тревожные, какие-то препятствия, что-то или кто-то мешает вашим планам. Это могут быть третьи лица или какие-то осложняющие обстоятельства. Но как раз сейчас вашу тоску развеивает колесница. Говорит, что идите смело вперед и знайте, что эта боль, она уйдет. Она уйдет со временем, потому что вы, как дорогу осилит идущий, вы идете вперед, и боль уходит, поскольку как бы ноги расходились, да, и вы понимаете, зачем и куда. Еще один старший аркан, здесь карта смерть, говорит, конечно, о том, что прошлое есть прошлое, зачем оно вам нужно, от него нужно как бы уйти в будущее. Это карта Сатурна. Сатурн очень важная планета. По нумерологии, дорогие мои, это западная нумерологическая система, она проверила себя временем. На русском сегменте никто о ней не знает. Это то, что меня Джон научил. И восьмерка — это карта Сатурна, семерка — это карта Урана и так далее. Я в разных своих раскладах как бы больше информации вам об этом даю, да. Итак, восьмерка — это карта Сатурна, а Сатурн, он лечит, время лечит. Мы все боимся времени, нам кажется, что мы становимся старше и так далее, а на самом деле время лечит. И вот именно об этом карта смерть. Идите вперед и знайте, что время залечит все ваши раны. Еще один старший аркан, карта Луна.
Понимаете, еще один старший аркан, но это очень важно, потому что Луна — это личный путь человека, да. И здесь мы видим, что это 18-я карта. 18-й номер по нумерологии, правильно смотреть римскими. 18-й номер, здесь все запакованы, ответы, тайны этого номера. Это номер, в котором есть 10, то есть 2 единицы. Вы дважды можете достичь большего, чем вы даже мечтаете и думаете на этой дороге счастья, и вам этот расклад в помощь. 5 — это портал в изобилии, такая воронка, да, вот буква V, как мы открываем руки, ладошки, когда молимся, мы так ладошки делаем, да, дай нам, Творец, счастье, и Творец туда, вот в эти ваши мечты, что вы желаете, посылает вам кому деньги, кому любовь, то, что вам нужно. Это портал в изобилии, конечно, пентаграмма. И 3 раза по единице. Видите, 3 раза по единице очень важно. У нас есть 2 по единице, перекрещивание, значит, силу вы сами себе даете. И 3 раза по единице вам выдает Вселенная в 3 раза больше силы, чем вы думаете, на то, чтобы добиться. И Луна вам в помощь, то есть перемены на пути, и с Верховной Жрицей дважды Луна вам в помощь. А также 18-й номер, нужно сложить номера 1 и 8, будет 9. 9 очень важное число, это число Марса. Что делает Марс? Он дает креативную энергию. Видите, кажется, Луна, женская карта, а 18-й номер — это марсианский номер, это энергия мускулинная, то есть энергия добытчика, да? Энергия того, чтобы вещи случались, чтобы достичь достижения. И вы на этом пути счастья добьетесь личного счастья. Ну вот так в 2 словах о карте Луна. 6 пентаклей очень счастливая карта, потому что она говорит, что деньги будут. Эти деньги могут прийти как наследство, как удачная продажа, купля, это как помощь родных, это найти себе партнера, который будет денежный и стабильный, и успешный, это самому достичь чего-то в финансах. То есть вот деньги будут, и больше не будет страха их потерять. Об этом говорит 6 пентаклей. На пути к счастью у вас точно будут деньги. Дальше мы смотрим. 10 жезлов, одна из самых лучших карт, на мой взгляд, потому что я такая трудяжка. Вы знаете, наверное, да? Я столько помощи всегда публикую для вас. Почему я трудяжка? Так сделано. И каждый из нас трудяжка, да, девочки? Итак, 10 жезлов говорит о том, что своя ноша не тяжелая. Вот опыт, который вы будете зарабатывать на пути к счастью, он не тяжелый. То есть именно этот жизненный опыт сделает вас счастливой. Это в 10 раз больше сил, это в 10 раз больше денег, да, дивиденды, какая-то прибыль, огромная прибыль, на которую вы даже не рассчитывали. Вот в чем дело, да. Вообще 10 — это очень мощный номер, это единица опять, это новый уровень мага. То есть вы все можете, да, вы абсолютно все можете. И 1 — это, конечно, Солнце. Солнце 1 и 0 — это шут. То есть Солнце — это успех для шута, для того, кто идет по жизни налегке, кто кайфует от того, что счастье — это каждый шаг. Вот в этом и есть счастье, да. Ну а тоже вот этот дуб заговорен на стабильность финансовую. Много интересной работы даст финансовую стабильность. И 6 меча, вы уйдете от этих проблем, которые у вас были. Вы уйдете от этих проблем, да. Вы добьетесь для себя того, что путем борьбы, да, путем борьбы, но вы не сдаетесь, вы боретесь, вы уйдете от проблем. Это надежда. Вы зря переживаете, точно. 6 меча говорит, если даже была какая-то порча на вас или с глаз, я вижу предыдущие карты, то 6 меча говорит, что теперь уже этого нет. Расклад целебный, любая порча уже сошла, этого нет, никакого сглаза нет, приворот сошел, если это было. Но вообще-то на самом деле много злых людей, и приворот — народное слово, но это негативная энергетика, которую никто не отменял. Вы все знаете, что психосоматика — это тогда, когда человек на себя накручивает, когда есть страхи, и это влияет на физическое здоровье, это и есть сглаз, порча и так далее. То есть наши бабушки, прадедушки, они знали, что они говорят, да. Но я здесь вижу, что сошло какое-то негативное влияние, больше на вас нет этого влияния. Вы, может быть, ощущаете какие-то слезы или огорчения, может, еще плачете. Поэтому этот расклад говорит: не плачьте, все уже прошло, все такие огорчения прошли. Мечевые карты, видите, они зимние. Здесь такая зима, елки, какой-то лес, холодный лес подсознания, в котором вот новые скелеты встают.
и говорят вам: посмотри на меня, на этот скелет, говорит, я вот тебя сейчас напугаю, пугалка. Но на самом деле, ведь если мы смотрим страху в глаза, это уже мы от него освобождаемся. Да? Семерка меча – это посмотреть страху в глаза и сказать: ну, этой дорогой не пойду, эта дорога нехорошая, я выберу удачную дорогу, и я теперь знаю, в какую сторону идти. То есть по дороге счастья, прямо скажу, вы будете чувствовать, куда ноги будут вести, там и ваше счастье. И какие-то пустые хлопоты, какие-то болезни, какая-то злость и ревность врагов, какие-то даже ведьмы и магия, они все остались позади. Это рыцарь меча. Ну да, это смелость, ваша храбрость. Вот видите, смелость, храбрость – это когда вы не сдаетесь, когда вы не прячетесь, а вы каждую проблему, которая возникает на пути, вы ее просто решаете. И это небольшие проблемы, которые делают вас только крепче. Мощный расклад. Посмотрим еще два совета. Я возьму две карты. Первый совет – это туз чаш. Конечно, это же портал в изобилие, да, туз чаш. И начинался расклад из рыцаря чаш. Рыцарь чаш – это новости, хорошие новости, любви и так далее. А туз чаш говорит о том, что новые встречи, новые свидания, какая-то новая интересная работа. То есть творческое решение чего-то. Очень хорошая карта. И может то, что вас тревожит, мучает, проблемой было, потому что у мечи здесь остается позади. Ведь туз – это начало любви к жизни, к себе самому. Но я точно вижу, что деньги у вас точно будут, мы уже говорили об этом. Кстати, когда будете пересматривать расклад, каждый раз что-то по-новому будете слышать. Деньги у вас точно будут, и точно будет у вас много счастья. Это вам гарантирует расклад. Развеется тоска, печаль, потому что туз чаш – это когда вам очень хорошо, кто-то вас любит, кто-то влюблен. Вот такая дорога к счастью. Вам по ней не самой идти, а с теми людьми, кто вас любит. Пятерка жезлов – вот эта внутренняя борьба вам мешает. У вас есть внутренняя борьба. Это когда человек сам себе не доверяет, да? И расклад говорит: начни сама себе доверять, понимаете? Потому что это такая внутренняя борьба, когда такие архетипы, субличности внутри у каждого человека они есть. И эти субличности вам говорят: вот там не так, критикуете вы себя, такой самосглаз, как я говорю, часто бывает, да. Не нужно себя критиковать. Иногда борьба такая, когда такие голоса у вас с друг другом спорят, они на самом деле неплохие, потому что в споре рождается истина. И здесь эта карта говорит, что действительно, может быть, на пути к счастью будут некоторые споры с собой, но в споре рождается истина. Одна карта на пасашок – это двойка меча. Совет. Двойка меча дает очень дельный совет. Она говорит: да, зима сейчас, да, холодно. Может быть, вас бросил кто-то, ну, нехороший, он просто бросил, потому что он плохой человек. Он не от вас ушел, он сам собой в раздоре, или она. А может быть, у вас были финансовые проблемы, может быть, вы боитесь влево-вправо, как говорят, расстрел, да, не знаете, что делать вам. Окружили вас враги. Но Луна вам помощница здесь. Видите, Луна, да? Да, может быть холодно на душе, может быть холодно дома, то есть нет близких людей, с которыми можно было бы открыть душу, так сказать, и поговорить серьезно. Но можно поговорить у меня на раскладах, выговориться. Для этого расклады и делаются тоже, да? Много задач в расклад, но выговориться с другом – это основная их задача, одна из основных – посмотреть будущее. Потому что карты – это ваши друзья, конечно, и вы здесь имели все вопросы. И вот видите, дорога к счастью, она дорога, на ней есть и ухабины всякие, и узкая дорога, и может быть заснеженная, и может быть скользкая от дождя, всякое бывает в жизни, но главное, не окружайте себя врагами, да, внутренними врагами, и не бойтесь врагов внешних, потому что внешние враги – это просто больные, слабые люди. И карта маг, вот это очень хорошая карта, напоследок вам выходит, и она четко говорит, что вы маг, и отец абсолют на этой карте изображен. Посмотрите внимательно на нее. Вы здесь видите вот космос, да, и в этом космосе фигура.
Это мужская фигура, как бы маскулинная энергия созидания. И вот этот Отец Абсолют, или же Бог, как вы называете, ну, неважно, ведь не в названии дело, а в самоощущении, что мы все, конечно, мы связаны с Творцом, и мы его проявление во Вселенной, или его и ее, естественно, тоже. И Творец создает вас. Вот здесь не видно, наверное, но между рук у этого Отца Абсолюта или Бога Отца находится маленький человечек, он головой вниз, то есть Бог послал человека на землю, то есть, может быть, Сына Христа, чтобы вас спасти, или Бог послал вас на землю для счастья. И вот именно карта Маг говорит, что вы созданы, рождены для счастья, и счастья вам не избежать, у вас будет точно счастье. Возьмите себе эту карту Мага как благословение. А у Райдер-Вейт, основной колоде, там 4 масти на этой карте, да, то есть у вас есть все ресурсы, нужные вам, руки, ноги, голова, да, счастливое будущее, дорога, которая освещается луной, то есть личностный путь. У вас есть все нужное для счастья, и счастье обязательно будет. В этом вообще никаких сомнений нет. Мы возьмем эту карту для благословения. Вам называется эта методика оберег. Я делаю эту методику по моему принципу. И этот принцип, мной авторский принцип, да, эта карта вам поможет, даст вам силы и вдохновение на пути. Это вы, ваши вопросы, ваш двойник и Маг. Отец Абсолют, как я уже сказала. Вот, мои дорогие, такая вам помощь через это видео. Пользуйтесь себе на удовольствие и на подсказки. Делитесь этими видео с другими людьми, которых вы любите и хотите им тоже добра. Кстати, вот советы давать другим людям нет смысла, но послать им мое видео лучше, потому что вы не даете советы, а дают советы карты, что на самом деле ваши близкие могут воспользоваться такими советами, правда же? И каждый узнает что-то здесь свое. Ставьте лайк или дизлайк, оцените, пожалуйста, мою работу. Это для вас очень выгодно и полезно оценивать работу другого, то есть выражать эмоцию, да? Тем более, что это анонимно, это еще лучше. А также подписывайтесь, если не подписаны, потому что здесь для вас этот мой клуб организован, то есть мои каналы, для того, чтобы вам помогать. Я все для этого делаю, так что подписывайтесь. Это вы делаете для себя, а не для меня. Будем видеться. Добра, счастья, любви и всего самого-самого лучшего. До новых встреч. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока. Всем привет и здравствуйте, мои дорогие друзья. Со мной произошла вот какая мистика. Это карты Таро, которые непонятно как появились в моем шкафу, в котором карты лежат. Я никогда не покупала эту колоду. И Николай тоже никогда не покупал эту колоду. Как она появилась в этом шкафу, никто из нас не знает. Это полная мистика. И я решила сделать обзор этой колоды. Колода редкая. Я такую нигде не видела. И она у меня появилась в шкафу сама. Это просто уникальная мистика совершенно. Я знаю и помню всякую свою колоду, которую я покупала. У меня, конечно, колод много, но эту колоду я точно не покупала. И мне никто не дарил такую колоду. Где она взялась, непонятно каким образом. Поэтому делаю обзор. Колода очень необычная. В ней 79 карт. 79 карт. Она называется The Light Vision Tarot. Light — это свет, Vision — это как бы видение, да, видение света. Она уникально красивая. Я ее открыла, посмотрела и моментально решила сделать для вас обзор. The Light Vision Tarot, a set of cards to ease your mind. Вот это очень важно, написано здесь. Это набор карт, set of cards, набор карт, чтобы освободить ваш ум. Вот в принципе для этого Таро и предназначено, чтобы освободить ваш ум. Итак, написано 79 карт, 79 cards deck, необычная. И иллюстрации Джеймс Итс какой-то, я не знаю, что это за человек, но человек какой-то очень хороший художник. Вы сейчас это увидите. Итак, вот карта, которая является дополнительной. Вот эта карта. Есть такая карта в Ленорман, называется она «Сад». И вот эта карта называется The Orchard, или же сад фруктовый. Да? Orchard — это фруктовый сад. Сейчас я буду вам показывать
все эти карты, и вы посмотрите, что это означает. Итак, важно знать, что сад здесь – это дополнительная карта, то есть это карта сигнификации. Здесь по этой колоде очень хорошо смотреть предки, да, послание предков, что другие говорят о вас. Сад – это общество, кем вы являетесь в обществе, какая будет ваша карьера, какие будут у вас происходить события на пути личностного роста и развития. То есть как стать успешнее. Вот поэтому карта сад – это сигнификатор, и на ней есть такой вопросительный знак, если вы видите, да? Вопросительный знак. Вопросительный знак, конечно, возьму сниму очки, чтобы лучше было видно. Вопросительный знак имеется в виду, у вас есть вопрос, задавайте, карты дадут ответ. Давайте будем смотреть каждую из них. Если это сигнификатор ваш, он остается всегда на столе, а другие карты являются ответом. Да? Смотрите, это карта Солнца. Луна. На карте Луна есть лодка. Лодка говорит о том, что можно сесть в эту лодку, то есть в свой внутренний мир погрузиться, и все ваши ответы, все вопросы будут отвечены. И двери в будущее открываются изнутри. Вот это как раз об этом. Луна – это внутренняя жизнь человека, а Солнце имеет здесь лошадей. Лошади. Лошади и тоже портал в изобилию, какие-то такие воронки, да? Звезда. Вот эти три карты светил, очень важные, старшие арканы все. Здесь вы летите, и вас держит воздух. На самом деле это правда, что воздух держит, да? Если человек идет, его продвигают не только ноги, но и воздух. Так что воздух – это левитация пространства, это очень важно, левитация пространства. Карта башни, очень красивый замок, это карта башни. Красота, да, какая необыкновенная красота совершенно. Я в восторге от этих карт. Они такого цвета, знаете, фиолетового. Фиолетовый цвет, мы знаем, это духовный цвет. Это карта дьявол. В этой колоде дьявол у нас вот такой. Это путь, такие деревья вокруг, и деревья сплетаются, то есть обстоятельства, которые вы не понимаете, да, вот это и есть дьявол. Если так метафорично говорить, то есть правильно говорить. Итак, смотрим дальше. Здесь пятерка чаш, карты немного перемешаны, потому что я их уже попробовала потасовать, мне страшно понравилось это все. Пятерка чаш, то есть вы смотрите вниз, как бы в такую пустошь, да, в море здесь и все, бездна какая-то чувств, и вы просто бросаете в эту бездну чувства, которые вам больше не нужны, которые могут вам помешать, просто от них избавиться и все. Четверка чаш. Тоже дерево, вот все очень традиционно, аутентично. Но что хорошо, что чаша дополнительная, то есть новые чувства, новые знакомства, что-то новое какое-то. Самоощущение перед вами, не в воздухе, как Rider-Waite в основной колоде, а перед вами дополнительная чаша. Тройка чаш, танец вот такой подростков, тинейджеров, очень классно. И дети, и вы – это ваш внутренний подросток, и листочки, листья, и такая воронка космоса, все вместе вам на пользу идет. Двойка чаш, доверие, вы в море чувств и доверяете друг другу. Туз чаш, начало чувств, такой фонтаном бьют чувства. Двойка жезлов. Вы и ваши цели, и вы делаете планы на будущее. Четверка жезлов. Но это стабильный успех, стабильная энергия. Рыцарь жезлов. Два жезла держат человека в воздухе. Рыцарь жезлов. То есть поддержка, да? Рыцарь – это тот, кто поддержит вас. И тройка жезлов. А здесь просто вы сплетаете
венки из звезд. Такая поэтика, да. То есть энергии и идеи становятся все больше, они все интереснее. Пятерка жезлов – это может быть внутренняя борьба, может быть, или внутренние какие-то задачи. Шестерка жезлов. Вы в лодке судьбы, и эти жезлы как дом. То есть вы строите будущий успех, будущую стабильность. Семерка жезлов – это когда вы в поиске, и может быть риск, но поиск. Восьмерка жезлов – это удача, это когда все идет так, как нужно, по плану. Девятка жезлов – смотрите, вы просто в море цветов, море энергии, море успеха. Это король жезлов, огонь кругом, да, то есть огонь желаний, огонь жизни, огонь творческий, и все сделано из цветов. Реализация себя. Я эти карты заберу, если вы мне позволите, и буду брать дальше. Но мы оставляем вот вопрос, здесь ваш вопрос, здесь ответы. Кстати, можно 78 каких-то вопросов задать. Это можно тоже смотреть как предсказание, не только как обзор, да. Рыцарь Пентаклей. Новости о деньгах идут уже к вам, то есть будут деньги. Король Пентаклей. Вот берем быка за рога, то есть знаем, как заработать. Королева Пентаклей. Сидите на камне, то есть есть стабильность. Император. Император тот, который завоевывает, отвоевывает, защищает. И здесь карта Овна. Овен есть у всех в гороскопе, повторяю, это желание что-то делать, инициатива. А туз Пентаклей, двери, видите, двери в изобилие. Врата в изобилие. Король чаш, он просто купается в чувствах, купается в море, купается в чувствах. Королева чаш, а она проливает эти чувства в океан чувств, в которых он будет купаться, да, вот такая философия. Рыцарь чаш приносит новости о любви. Десятка чаш, такая идиллия, когда есть взаимное доверие, любовь и обожание взаимное. Паж чаш, поиск любви. Притягиваете, аттрактируете вот этот секрет. Аттрактируете людей, которые будут вам близки по духу и в любви. Девятка чаш, когда вам хорошо, когда все получилось, жизнь удалась, вы наслаждаетесь успехом. Восьмерка чаш, есть желание двигаться дальше. Семерка чаш, какие-то иллюзии в чувствах. Шестерка чаш, самопознание. Повешенный. Повешенный – это довериться океану жизни. Вы так здесь в воде, но вы вот, знаете, как на спине человек плавает, он доверяет воде, доверится. Карта справедливость. Справедливый меч. Колесо фортуны. Смотрите, змеи и павлин вместе. Змея как одно заканчивается, другое начинается. И павлин как, наверное, самолюбование, что ли, жизнью. Нужно тоже быть в таком ощущении самолюбования, то есть в ощущении блаженства, что ли, да. Это The Hermit или же отшельник. И отшельник, у него какая-то грязь, видите, то есть какой-то грех, он в грехе, поэтому он хочет мостик, это он хочет найти такую холистику внутреннюю, избавиться от того греха, от самоедства, может быть. Вот такие карты мощные, да. Красотища невероятная. Карта сила. Здесь лев изображен, то есть сила огненная, внутренняя. The Chariot или же колесница. Я иногда говорю на другом языке, вы уже извините, так написано говорю. Это машина вместо колесницы и голубь мира. Влюбленные.
Танец такой, вальс любви. А это шут, или же тоже карта основания, начала. Маг. Интересно, что маг это как творец, создатель, отец абсолют. Он держит в руках человечка, в котором он играет. То есть дает ему шанс жить и испытать радость жизни. Верховная жрица. Ноги. И человек идет вперед. Луна, конечно, символ перемен. Императрица. Вот возвышение над собой, да, тоже левитации здесь много. Левитация — это, конечно, принцип жизни, игра между левитацией и гравитацией над колосьями, то есть возвыситься над своими свершениями и идти дальше в жизни. Очень оптимистичные карты, очень красивые. Смотрим дальше. Пятерка пентаклей, вот такая дом, который строится. Может быть, на сейчас не хватает денег, но нужно подождать, деньги будут. Четверка пентаклей — стабильность. Тройка пентаклей — вот именно вот эта постройка продолжается. Очень, очень логичные, последовательные карты. Они действительно терапевтические. Двойка пентаклей — это решение, на что потратить, да, что купить, что продать. Шестерка пентаклей — подарки судьбы. И от близких, родных. Семерка пентаклей — это терпение. Терпение, потому что, ну, жизнь — это марафон, да, заработок — это марафон. Не бывает быстрого заработка. Восьмерка пентаклей — это когда вы взращиваете свои идеи, то есть работаете. Девятка пентаклей — когда у вас прекрасная жизнь, жизнь состоялась, получилось все. Десятка пентаклей — это благополучие, любовь, семья, это такое стабильное счастье. Паж пентаклей — поиск работы, поиск денег. Иерофант. Иерофант. Здесь мы видим пентаграмму, здесь мы видим звезды, гороскопы, мудрость, знания, умеренность. Тоже вот вы отдаетесь Вселенной, чтобы Вселенная вам помогла. То есть вы не сопротивляетесь потоку, а в потоке сами. Карта смерть. Здесь роза, скелет. То есть от того, что прошло, рождается новый успех. Тройка меча. И тройка меча здесь интересно, что вот старое, что ушло, а его не воссоздать. Нужно идти к новому. Королева жезлов. Такая красота, тоже огонь, как король жезлов. Паж жезлов — это тоже поиск пути, поиск энергии, поиск работы. Десятка жезлов — это лес, усеян цветами, то есть это успешная жизнь, много энергии. Туз жезлов — красота какая, да? Тоже усеяно все цветами, то есть Вселенная помогает вам на пути к успеху. Пятерка меча. Здесь, знаете, на мечевых картах человек в маске будет, вот такой маске. Говорит о том, что, ну, это проблемные карты. Мечи всегда проблемы решают, да. Пятерка — это, конечно, борьба, и борьба какая-то пустая, когда люди, ну, хотят как бы достучаться друг для друга. Но такого не бывает, потому что у каждого своя правда. Вы видите и слышите мои глубокие чтения на раскладах. Здесь просто обзор. Восьмерка, вернее, девятка меча — это вы заглядываете как бы в свое будущее. И да, это страшно, но вы не пугаетесь. Дальше идем. Четверка меча. Вас окружили проблемы, и их нужно решать одну за другой. Восьмерка меча — это когда у вас есть план четкий. Туз меча — это сила. Это, знаете, вот как у короля Артура. Камень и в камне меч. То есть вы сможете добыть этот меч, вы сможете добыть эту удачу. Двойка меча — это выбор, конечно, что делать. И Луна — это выбор.
терпением, и решение принимать нужно. 7 меча говорит о том, что может быть тяжело, но ведь решение есть, правда? Смелость есть. И да, может быть зима, такая зимняя карта. Видите, мечевые карты, они все зимние. То есть, ну, когда тяжело, да. 10 меча — это новый виток жизни. Тоже зима, идет снег. Паж меча — это опасность. Рыцарь меча — это первый успех, может быть, первая смелость. Король меча — вот идете в атаку, боретесь с препятствиями. Королева меча — покоряете какие-то вершины и своих демонов покоряете. 6 меча — это уже мостик, это возможность избавиться от трудностей. Карта Judgment или же карта справедливость. Нет, извините, карта Judgment — это 20-й же аркан, это страшный суд. Это страшный суд. Видите, эта дверь в будущее открыта. И вера в возрождение, и карта Мир. Последняя карта в старших арканах, 21-й аркан Мир. И здесь вот опять такая воронка, космос, вселенной, жар птица и змея. Вот это все напоминает колесо фортуны и перемены. Луна. Ой, какие карты, очень говорящие. То есть один цикл заканчивается, другой начинается. Я в восторге от этого дека, от этих карт. Дайте мне знать, насколько вам эта колода понравилась. Я буду ее использовать с вашего позволения, если вам это будет нужно в раскладах. Карты замечательные, очень говорящие. Но их, очевидно, нужно показывать только крупным планом, потому что рассмотреть есть что. Символы очень глубокие, но увидеть это все нужно, конечно, всматриваться. Да? То есть это такая ментальная действительно работа, всматриваться. И я вам скажу, что они четко отвечают на то, что здесь было задано. A set of cards to ease your mind. Карты, которые освободят ваш ум от напряжения. Я в восторге. Надеюсь, и вам понравилось. Будем видеться, дорогие мои. Всем добра, любви, счастья. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока.